Откуда произошли голландцы? Страну тюльпанов и ветряных мельниц населяет очень высокий народ, их национальный цвет оранжевый, и у них есть королева. Этот набор штампов мы знаем о Голландии. После Петра I отношения с этой страной у России редко бывали тесными. Все справедливо, но откуда взялся этот народ? Происхождение голландцев. Почти 20 миллионов голландцев населяют страны мира, не только родные Нидерланды, но и страны ЕС, США, а также ЮАР. Первым населением Нидерландов называют венетов. Не удивляйтесь этому, ведь народ с таким названием считается одним из предков славян. Однако в Европе известны несколько народов с таким именем. Этот крайне странный народ, вернее название народа, фиксируется повсюду в Европе. На Адриатике у Венеции, в Нидерландах, в Турции, на севере Польши. Это были явно не родственные племена, но имеющие созвучное название венеты, вероятно от общеевропейского корня «вене», что означало «воду». И действительно, все венеты или венеды жили у моря или крупных рек. Народ речников и рыболовов неясного корня, вероятно как индоевропейского, так и более древнего. По преданию, Цезарь разгромил венетов и вынудил их бежать в Британию на своих огромных кораблях, превосходивших габаритами и числом римский флот. Что довольно необычно для народа, стоявшего на ступени развития, где еще не было столь мощного мореплавания. Но как бы ни было, венеты мигрировали на острова, подальше от Рима, хотя тот вскоре пришел и туда. А в Нидерландах поселяются кельты. Экспансия Рима выдавливает и ассимилирует кельтов с бесстрастностью машины. Те, кто не ушел вместе с вождями на восток, в Польшу, на юг России и даже Турцию, либо погибли, либо стали римлянами. Опустевшие территории плохого качества быстро обрели новых хозяев из Германии, где тогда племена испытывали острейший дефицит любой земли. Земли Голландии занимают германцы, народ фризов. Они до сих пор живут в Голландии, считаясь национальным меньшинством, сохраняя язык и культуру предков. Чаще всего типичного фриза и принимают за типичного голландца, благодаря рослости и светлым волосам. А вот другое германское племя батавы, скорее всего предки настоящих голландцев. Они жили в Северной Германии и входили в союз племен хатов. Римляне пишут, что хаты крепкие и сильны, любят жить в горах, а порядок у них таков, что не уступает римской дисциплине. Тацит повествует об одном обычае хатов. Достигая взрослых лет, они отращивают волосы и бороды, обещая своим богам состричь их, как только убьют своего врага. Над телом врага и его оружием они стригут себе бороды и головы, провозглашая, что они достойны своего племени и своих родителей, ведь они воздали им за свое рождение. Одним из представителей племен, родственных этому народу, был Арминий, победивший римлян в Тевтобурском лесу, где погибла треть римской армии, и город остался без воинов. Зная о том германцы, они бы праздновали не первую победу над легионами своего народа, а ринулись бы сокрушить ненавистную империю зла. Батавы становятся союзниками Рима, а после его падения часто были наемниками в Англии до прихода норманнов. Но окончательно батавов в голландцев превратили франки. Франки – крупнейший союз северогерманских племен под водительством вождя Хлодвига, или иначе Кловиса, достиг доминирования в Европе. Они вытеснили готов и бургундов из Галлии, основали свое королевство Францию, а Голландию сохранили в качестве вассальной территории, где живут родичи. Таким образом, голландцы преимущественно германский народ, ведущий прямое происхождение от племен батавов, фризов, хатов и франков с минимальным влиянием кельтов. Но есть еще один народ, который оставил след в генофонде голландцев. И это довольно неожиданно. Это испанцы. Испанская корона долго владела Голландией. Те восставали, и испанцы держали большие гарнизоны в городах. Поэтому нередко можно увидеть и голландцев со жгучей южноевропейской внешностью. Типичные признаки голландцев. Высокий рост у обоих полов, сейчас это почти 185 сантиметров в среднем у мужчин. Однако так было не всегда, еще в XIX веке голландцы были абсолютно средними среди европейцев,
едва перешагивая 165 см. Скорее всего, их резкое увеличение длины тела связано с улучшением питания у нескольких поколений жителей страны. Светлые волосы и глаза также типичны для большинства жителей. Удлиненное и узкое лицо, прямой и тонкий нос, выдающаяся нижняя челюсть. Низкая массивность скелета. При большом росте голландцы редко бывают крупными по массе тела. Они стройны и астеничны. Крупные колонии голландцев раньше были в Нью-Йорке, который носил название Новый Амстердам, в Южной Африке среди буров, а также в Индонезии, которая была голландской колонией. Население там может иметь как смешанные с голландцами корни, так и быть относительно чистыми, как, например, африканские буры, которые сейчас, впрочем, массово мигрируют в Австралию и Канаду. Пишите, что думаете по этому поводу, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.